Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светлана Лосева, это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой шикарный, незабываемый, очень привлекательный весенний джемпер нежного такого цвета от французских дизайнеров, уже известной очень компании Сезанн. На моем канале довольно много видео, мастер-классов по их моделям. И вот одна из них. Создана она на основе предыдущего кардигана, который мастер-класс я тоже делала на своем канале. Белого цвета он там был и такого коричневатого цвета. Схема та же самая, девочки. Несколько поменялась композиция. По центру у нас теперь идет этот красивый очень узор по рукаву. И по спинке я его тоже сделала. Хотя по спинке можно не делать, можно просто лицевой гладь использовать. Спинка тоже, вы видели, показана, она лицевой гладью связана. То есть это на ваше желание, девочки, вязать или не вязать красивый узор по спинке. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Вот такой брендовый джемперок появился на их сайте Сезанн. Видите, да? Девушка у нас супер красивая, с таким красивым узором. Смотрите, обвязочка идет резиночкой 1 на 1. Вот так выглядит наш узорчик в укрупненном виде, да? И, как видите, используется у нас вот такой фонарик, рукавчик фонариком, очень милый и модный в этом сезоне. Неоднократно об этом говорила в видео на своем канале. У меня даже целое видео было посвящено тому, что весной французская мода вторгается в наши дома в виде вот таких видоизменений. В французской кофточке рукав фонариком теперь стал актуальной. В том сезоне это был рукав регланом, да? А теперь вот фонариком. Красивая, выразительная композиция. Конечно же, никого не оставит равнодушным. Немного лирики. А сейчас давайте более практично посмотрим на нашу модель. И я расскажу вам, как я выбирала пряжу, какую пряжу я вам предлагаю, спицы и схему узора рассмотрим, выкройку. Как видите, рукав здесь не совсем обычной длины, да, он у нас короткий, скажем так, до локтя, по локоть идет, да, и, соответственно, я буду об этом говорить в своем мастер-классе и также буду составлять описание. Для вязания этого красивого джемпера я выбрала пряжу Гималая Ультра Кашемир. 75% акрила, 25% альпаки. Очень нежная пушистая пряжа, средней толщины, очень много в ней пушистости. И она мягче, чем, например, мохер или та же ангора. Значительно мягче, девочки. Видите, какая большая ворсинистость у пряжи. Так, ну так выглядит наш узорчик. Спицы 3,5 я использую, да. И вот такой узор у нас получился. Здесь я связала раппорт. И еще вот довязала, чтобы было видно, как смотрится эта коса красивая, такая перевернутая, да. Довольно красивый оригинальный мотив используется дизайнерами Сезанн. И, в общем, сейчас мы рассмотрим с вами схемочку. Пряжа настолько мягкая и очень приятная к телу, что ее, в принципе, можно даже носить, не поддевая ничего под тело. Очень-очень оригинальная и пряжа, и узор. Схема узора у нас будет вот такая использоваться, да, я ее уже показывала, демонстрировала с страницы своего канала. Значит, у нас 29 петель, это ширина нашего мотива, и 34 ряда в высоту. Мы будем его вязать сегодня попетельно. Так, и начну я еще про выкройку сейчас. Давайте выкройку посмотрим. Выкройку пришлось изменять, поскольку рукав у нас немного не
обычной. Хотя вы можете оставить за собой право, конечно же, остается за вами право сделать обычную длину рукава. Но мы придерживаемся того, что мы делаем практически точь-в-точь модель, копируем, поэтому я буду составлять описание для рукава вот такого короткого, 35 сантиметров. Так, выкроечка составлена на размер 42-44 и 46-48. Кому надо, девочки, делайте скрин экрана, я показываю дальше. Дальше у нас будет описание, которое я выложу под видео для вашего удобства. Ну, про размеры мы уже поговорили, пряжу вы увидели, плотность мы будем определять в процессе мастер-класса, когда свяжем образец. И вот это описание тоже в конце видео, все я подробно рассказываю, как петельки распределяем, откуда берутся вот эти вот числа, да, почему именно столько петель, да, как распределить узоры, расположить их правильно и красиво, да, что такое вертикальная плотность, сколько петелечек приходится у нас на плечо, на вырез горловины, на пройму и так далее, да, то есть все это я вам озвучиваю, как посчитать скос рукава, распределить прибавки равномерно, ну и в общем-то все кратко здесь изложено. И это все будет выложено под видео. А сейчас давайте, девочки, приступим с вами к вязанию образца. Ой, не знаю, мои хорошие, как у вас, но у меня дежавю. Такое ощущение, что я иду второй раз по одной и той же схеме. Смотрите, схему эту мы уже с вами использовали. Видео месяца 3 назад у меня вышло видео тоже по французскому кардиганчику от Сезанн. Кофточка была связана таким узором. Да, я ее рисовала с картинки. То есть такой схемы я не нашла. Да, были какие-то там японские узоры с похожими очертаниями, но именно один в один такого не было, да, то есть пришлось просто рисовать, увеличивая фотографию, скажем так, схему. Потом я увидела эту схему значительно размноженную на разных сайтах, без указания, что это с моего канала взята схема. И описание, в общем, смешно получалось. Описание есть, ни пряжа не указана, никакая плотность, никакие спицы. Смешно, да? Ну ладно. Вот схема. И мы с вами будем вязать. Я уже вязала этот узор, но спицы я взяла теперь 3,5, поэтому будет другая плотность. И мы свяжем этот простой узор, в принципе. 34 ряда и 29 петель ширина этого узора. Набираем на спице 31 петлю, то есть 2 кромочные еще добавляем. И сейчас будем вязать первый ряд узора. Итак, у нас с вами первая кромочная, и мы ее с вами провязываем лицевой петлей. И далее у нас начинается наш узор. Будем 2 петли перекрещивать с вами направо. Вот так я беру 2 петли, у меня первая за работой, вторая перед работой. Вот так меняю их местами, вяжу лицевая, лицевая. А следующие 2 петли перекрещиваю налево. Также снимаю, только первая у меня будет перед работой, а вторая за работой. Вот так меняю их местами и также вяжу лицевая, лицевая. Далее мы вяжем с вами 7 изнаночных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сосед делает ремонт, не обращаем внимания. Так, следующее, что мы делаем, 6, так, 7 у меня получается. Вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее опять 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
И далее опять перекрещивание. 2 петли перекрещиваем направо, меняем петельки местами. Первая за работой, вторая перед работой, вяжем лицевая, лицевая. И следующие 2 петельки перекрещиваем налево. Первая перед работой, вторая за работой. Поменяли местами, провязали лицевая, лицевая, кромочную вяжем изнаночные. Связали первый ряд. Все следующие ряды, четные, которые будут вязаться, как смотрят петельки. Итак, у нас 3-й ряд. И мы вяжем с вами. Снова начинаем. Значит, 2 петли перекрещиваем теперь налево. Меняем петельки местами. Первая перед работой, вторая за работой. И вяжем лицевая, лицевая. И следующие 2 петли перекрещиваем направо. То есть мы первая у нас за работой, вторая перед работой, вяжем лицевая, лицевая. Далее у нас идут с вами все так же. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее идут 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. То есть. Далее опять идут 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 2 петли. Следующие перекрещиваем 2 петли налево. И следующие 2 петли перекрещиваем направо. Вяжем лицевая, лицевая. Кромочную вяжем изнаночной. 4-й ряд, как смотрят петли. И смотрите, девочки, вот сейчас мы с вами связали вот эти вот дорожки рельефные, да, которые на 4 петлях в правой части узора и в левой части узора. То есть мы с вами связали, в принципе, раппорт 4 ряда. И далее они будут просто чередоваться. Поэтому я могу вам сказать, что 5, 7 и 9 ряды мы будем также вот вязать, никаких изменений в середине узора у нас не будет, а здесь будут чередоваться ряды с 1 по 4, с 1 по 4, да? То есть сейчас у нас будут перекрещиваться первые 2 петли направо, следующие 2 петли налево, и здесь также, да, направо, налево по 2 петли перекрещиваем. Так, и с вами у нас произойдут действия в 11 ряду, то есть будет вывязываться наш вот этот ажур, начнется, будет переплетение в середине в косе в нашей. Поэтому, девочки, давайте вяжем, как смотрят петельки, перекрещиваем здесь, значит, раппорт повторяем и встречаемся в 11 ряду. У нас 11 ряд. По схеме будут переплетения сейчас. Ну, значит, вот эти наши переплетения в начале, да, 2 петли будем перекрещивать налево, и затем 2 петли перекрещиваем направо. Вяжем с вами 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь у нас идет перекрещивание в косе. Смотрите, девочки, будем перекрещивать с вами 7 петель. Можно использовать дополнительную спицу. Можно так, как я, попробовать. Снимаю 7 петель на правую спицу. 4 петли у меня будут перед работой. Видите, как я их с помощью левой спицы аккуратненько поддела. Пальцем вот этим сзади придерживая вот эти, высвобождаю, видите, они у меня 3 за работой, и аккуратно их с помощью правой спицы возвращаю на левую за работой, видите, и перекрестили мы налево, получается 7 петель лицевых, и вяжем их все лицевыми. Лицевая 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И опять 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее перекрещиваем 2 петли налево. Следующие 2 петли перекрещиваем направо. Кромочную вяжем изнаночной. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. Теперь у нас с вами 13 ряд. Вяжем снова наши
перекрещиваем 2 петли направо, следующие 2 петли перекрещиваем налево. Это наша с вами декоративная, получается такая декоративный мотив. Далее идут 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем с вами 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я петельки меняю местами, и вот эта вторая у меня поверх первой накидывается. Вяжу как 2 вместе лицевой. Накид. По центру вяжем с вами также 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И снова идут перекрещивания. 2 петли перекрещиваем направо. И 2 петли перекрещиваем налево. Это наш с вами декоративный такой элемент. Кромочный вяжем изнаночный. 14 ряд вяжем, как смотрят петельки. Накиды вяжем лицевыми. 15 ряд. Наш с вами декоративный элемент вяжем, перекрещиваем 2 петли налево. 2 петли далее, следующие направо перекрещиваем. Далее вяжем 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Также я вторую петлю накидываю на первую, я бабушкины петельки вяжу, поэтому у меня так. Если вы вяжете классическим способом, то у вас будет по-другому вязаться. В общем, 2 петли лицевой петлей провязываем с наклоном вправо, да? Далее делаем накид, и следующие 2 петли также 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Еще один накид. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И снова 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И наш декоративный элемент. 2 петли перекрещиваем налево. 2 петли перекрещиваем направо. Кромочную вяжем изнаночной. 17 у нас ряд с вами. Будем вязать с вами, перекрещивать 2 петли направо. Меняем местами, вяжем лицевая, лицевая. Следующие 2 петли перекрещиваем налево. Вяжем лицевая, лицевая. Далее идут 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. Следующие 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Снова накид. И снова 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Следующие 2 петли. Так, 3 лицевые связали. Далее делаем накид. И 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. 3 изнаночные. Перекрещиваем 2 петли направо. Вяжем лицевая, лицевая. Перекрещиваем следующие 2 петли налево. Вяжем лицевая, лицевая. Кромочную вяжем изнаночной. Связали. У нас с вами 19 ряд. И мы вяжем с вами снова перекрещивание. 2 петли перекрещиваем направо. Ой, налево, девочки, налево. Налево. Следующие 2 петли перекрещиваем направо.
Вяжем их лицевыми петельками. Далее 2 изнаночные и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, влево, девочки, влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные и перекрещиваем 2 петли налево. Следующие 2 петли перекрещиваем направо. Кромочная, изнаночная. У нас с вами 21 ряд. Перекрещиваем 2 петли направо. Вяжем лицевая, лицевая. Перекрещиваем следующие 2 петли налево. Вяжем лицевая, лицевая. Далее у нас идут 2 изнаночные. И далее у нас идет шишечка. Для этого нам понадобится крючок. У меня 3,5 крючок, так же как и спицы. Смотрите, я буду сейчас вытягивать ниточки. Вот крючок у меня вводится в лицевую петлю нашу, не провязанную. И я вяжу, смотрите, вытягиваю 1, делаю накид, сюда же опять 2 вытягиваю, делаю накид, 3 вытягиваю. На этом можно остановиться. Можно более пышную шишечку сделать, как у нас, в принципе, очень пышная шишечка, да? И делаем еще 1 накид и вытягиваем. И далее я ниточкой через все наши петельки вытягиваю тоже ниточку. Еще раз вытягиваю ниточку, да? Закрепляю, снимаю петлю. И смотрите, вот так немного переворачиваю ее на изнаночную сторону, да? И вот за эту дужку заднюю, да, еще раз вытягиваю петельку. Вот так протягиваю через 2 петельки. И уже после этого готовую нашу петельку возвращаю на правую спицу. Все, шишечка у нас получилась. Вот чтобы она не была вот такая вот рыхлая, я вам сейчас еще раз покажу, как надо, чтобы очень, как бы она была, знаете, девочки, вытягивание должно быть тугое. Сейчас я показываю. Смотрите, не рыхлое. Вот я ее очень сильно притягиваю, вот фиксирую вот этим пальцем, да. Смотрите, тугое должно быть вытягивание. 1, 2, чтобы они все были одной длины. 3, 4, да. И вот после этого все у меня в натяг идет. Видите, она уже получается вот такая не рыхлая, а плотненькая шишечка. И вот так же я повторилась вам. Все протянула, показала и на правую спицу вернула. Вот шишечка уже не рыхлая. И далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И после этого делаем шишечку. Также берем спицы, крючок, и вот так крючком вытягиваем 1, 2, 3, 4. Туго вытягиваем, да? Далее вот так протягиваю ниточку, еще вот так фиксирую, снимаю петлю со спицы и вот так задушку заднюю закрепляю. И уже готовую петельку возвращаю на правую спицу. И далее вяжу 2 изнаночные. 1, 2. И перекрещиваем нашу декоративную элемент
направо перекрещиваем 2 петли и налево перекрещиваем 2 петли по схеме. Кромочная, изнаночная. И вот у нас такие шишечки с вами получились. Можно потренироваться их отдельно вязать, чтобы они тугие были, красивые, да? То есть здесь навык нужен. 22 ряд вяжем, как смотрят петли. Вместо шишечек провязываем лицевой петлей. У нас с вами 23 ряд. Вяжем. Перекрещиваем 2 петли налево. Вяжем как 2 лицевые. Перекрещиваем 2 петли направо. Вяжем как 2 лицевые. Далее идут 3 изнаночные. 1, 2, 3. И шишечка опять. Шишечка опять. Буду показывать вам уже, девочки. Смотрите, вытягиваем. Да, 1. Туго вытягиваем. 2, 3, 4. Вытянули, зафиксировали, сняли. И еще раз зафиксировали за заднюю дужку. Все. Вернули на правую спицу петлю. Далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. 5 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снова наша шишечка. Также ввожу крючок в петлю, вытягиваю 1, 2, 3, 4. Через все вытягиваю тоже петлю, фиксирую, снимаю петлю, за заднюю дужку вытягиваю еще раз и возвращаю на петлю на правую спицу. Все. Далее 3 изнаночные. 1, 2, 3. И наше с вами перекрещивание 2 лицевых петель налево и 2 лицевых петель направо. Ромбики такие наши получаются. Кромочную вяжем изнаночную. 24 ряд, как смотрят петли, вяжем. У нас с вами 25 ряд. Перекрещиваем мы с вами наши ромбики. 2 лицевые перекрещиваем направо. Следующие 2 лицевые перекрещиваем налево. Далее вяжем 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И вяжем шишечку с вами. Снова шишечка у нас с помощью крючка. 1, 2, 3 и 4. Зафиксировали, провязали, сняли спицы и еще раз зафиксировали. И вернули на правую спицу петлю. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И у нас с вами идут 7 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее идет накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И еще одна шишечка. Такая же. 1, вытягиваем. 2, 3 и 4. Зафиксировали, сняли, за заднюю дужку зацепили, протянули и образовавшуюся петлю на правую спицу вернули. Далее 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И наши перекрещивания идут. На 2 петли лицевые перекрещиваем направо, 2 петли перекрещиваем налево. Вяжем все лицевыми, все петли. Кромочная, изнаночная. 26 ряд вяжем, как смотрят петли. Вместо шишечек вяжем лицевыми.
У нас с вами 27 ряд. Снова у нас наши рельефные ромбики, да, вяжем, перекрещиваем 2 петли лицевые налево, следующие 2 лицевые перекрещиваем направо, вяжем изнаночные петельки, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, и у нас шишечка идет, последняя уже шишечка в этом раппорте. Вяжем, вытягиваем 1, накид 2, 3 и 4. Через все петли вытягиваем еще одну петлю, фиксируем ее, снимаем, за заднюю дужку зацепляем, вытягиваем и петельку, получившуюся, на правую спицу отправляем. Связали шишечку, у нас идет далее изнаночная. И 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Здесь опять идет изнаночная и шишечка. Вытягиваем 1, накид, 2, 3, 4. Фиксируем все это дело и за заднюю дужку вытягиваем еще раз. Возвращаем на правую спицу. И 5 изнаночных идут. 1, 2, 3, 4, 5. Далее идут перекрещиваем 2 петли налево, вяжем лицевыми. Перекрещиваем следующие 2 петли направо, тоже вяжем лицевыми. Кромочную вяжем изнаночной. Итак, 29 ряд мы вяжем с вами следующим образом. Перекрещиваем 2 петли на 2 лицевые направо. Далее перекрещиваем 2 петли лицевые налево. Вяжем 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее 7 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее опять 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И перекрещиваем 2 петли направо. Вяжем лицевыми. Следующие 2 петли налево перекрещиваем, вяжем лицевыми. Кромочная, изнаночная. Так, давайте 31 ряд будем вязать по центру. Также у нас 7 лицевых по центру, здесь 7 изнаночных, да. То есть единственная только разница будет у нас в перекрещиваниях, наоборот, да. И в 33 ряду я покажу следующее действие. 33 ряд, как я и говорила. Сейчас вяжем декоративный наш ромбик, перекрещиваем 2 петли направо, вяжем лицевыми, перекрещиваем следующие 2 петли налево, вяжем лицевыми. И у нас 7 изнаночных идут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сейчас будем перекрещивать 7 петель лицевых направо. Я снимаю все 7 с помощью правой спицы. На правую спицу снимаю. И у нас первые 3 идут за работой. Следующие 4 высвобождаются. Я их с помощью правой спицы аккуратненько возвращаю на левую спицу. И вяжу все 7 лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И далее 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее перекрещиваем 2 лицевые петли направо.
Далее следующие 2 лицевые перекрещиваем налево. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Так. Вот так у нас получился полный раппорт. И следующее начинается повтор с первого ряда, да? Это понятно, с первого ряда. Получается очень красивым. Сейчас я, наверное, свяжу, чтобы дойти нам, вот еще свяжу, значит, до 13 ряда, да, и надо будет посмотреть, какая плотность будет у нас у лицевой глади, без учета вот этих перекрещиваний, поскольку у нас там будет еще с вами присутствовать не узор, а очень много лицевой изнаночной глади, согласитесь, это очень важно для плотности. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Наш образец вот так отдаем и вытягиваем его в разные стороны, потянем. Давайте его энергично. Так, он влажненький, такой хороший. Дадим ему высохнуть. И сейчас наша задача измерить, посчитать, вначале измерить ширину, потом посчитать плотность. И вот я, значит, наш образец измеряю ширину, у меня вот 15,5 получилось. 15,5, и мы с вами 31 петлю набирали. 31 поделим на 15,5. 2 у меня получилось, плотность ровно 2. Поэтому я пишу в 1 сантиметре. У меня будет 2 петли. Так, и по вертикали. Также давайте померяем. Плотность, значит, в сантиметрах у нас будет 19 сантиметров у меня высота образца. И здесь у меня, сейчас скажу, сколько рядов было. 34 ряда. Плюс я вязала еще 12 рядов, плюс 12. 46 поделить на 19. Будет у нас вот такая плотность, 2,4. Давайте запишем. В 1 сантиметре 2,4 ряда, девочки, это будет. Вот такая плотность. И сейчас нам понадобится выкройка, чтобы сделать расчеты. Мы будем использовать вот такую выкройку. Классический вариант выкройки. Я подобрала. И первое, что мы всегда делаем, это рассчитываем, сколько петелечек нам наперед и спинку понадобится, да? С учетом плотности и наших размеров. Значит, размеры вы уже я называла, да? 42, 44, 46, 48. Так. Ну и, соответственно, ширина у нас будет 48 сантиметров на первый размер 2 и 52 сантиметра на вторые 2 размера. Считаем. Поскольку у нас с вами, девочки, здесь будет участвовать узор с одной плотностью, и у нас с вами лицевая гладь с плотностью 1,8 петель в 1 сантиметре, я считала ее отдельно, вязала на маленький образец лицевой гладью. Поэтому мы будем учитывать двойную плотность, да? И поэтому я бы хотела это рассказать вот следующим образом. Смотрите. Я измерила наш образец, он 15 сантиметров у нас и 29 петель занимает, да? И получается, что, смотрите, 48 сантиметров отнять 15 сантиметров узор наш по центру будет располагаться, это будет 33 сантиметра остается для лицевой глади и изнаночной глади там. И это я умножаю на плотность 1,8, 33. Это будет задействовано, вот смотрите, 60 петель, грубо говоря, да? То есть итого получается 60 петель лицевая изнаночная гладь плюс 29 петель получается наш узор. Итого получается 89 петель. Вот, для первого размера. Аналогичным я считала для второго размера. Также я, значит,
52 сантиметра ширина наша, отнимала 15 сантиметров, который занимает наш узор. У меня получилось 37 петель под лицевую гладь остается и изнаночные петли, да, и это я все умножаю на плотность 1,8. Получается у меня, девочки, 66 петель, поскольку надо, чтобы было нечетное число, поэтому 66, не буду округлять. Так, и плюс 66 моих петель плюс 29 петель узора, это будет 95 петель всего. Вот таким образом я вышла из ситуации с разной плотностью. И все это я делала, написала на выкройке. То есть нам понадобится 89 петель и 95. Теперь нам на эти петли надо наложить узор. Да? Ну, вот я всегда схематично наборный ряд рисую в виде вот такой линии. Вот представьте, что это вот ваш наборный край, да, вот на спицах эти петельки, вы с правой стороны распределяете их. Первый, соответственно, идет кромочная, да, по центру у нас идет узор на 29 петлях, и с двух сторон от него идут 2 изнаночные петли. Итого мы считаем, смотрите, значит, 29 плюс 4 изнаночные с двух сторон, да, получается 33 петли задействовано. Плюс кромочные, то есть плюс еще 2 петли, 35 петель задействовано, а всего 89, да, 89 отнять задействованных 35 петель, 54 петли. Делим их симметрично пополам. По 27 лицевых петель у нас надо будет расположить. Вот я это все и нарисовала. Смотрите, идет кромочная, затем 27 петель лицевых, 2 изнаночные, узор наш по центру на 29 петлях, снова 2 изнаночные, далее опять 27 лицевых, и все завершается одной кромочной. Вот таким образом я расположила узоры. Для второго размера то же самое, только такой же расчет, только здесь получается не 27 лицевых, а 30 лицевых. А расчет был аналогичным образом проведен. Всего 95 петель. Давайте теперь с вами определимся с петлями для выреза горловины, плеча и проймы. Начинаю с проймы. Глубина проймы составляет по выкройке 5 сантиметров. Давайте 5 сантиметров умножим на нашу плотность 1,8. Это будет 9 петель, поскольку здесь будет именно лицевая гладь использоваться. Да? 9 петель будет идти на пройму. Так, отлично. Теперь по вырезу горловины. Вот у нас стоит размер на выкройке 10 сантиметров. Давайте 10 умножим на нашу плотность 1,8. 10 на 2 и на 1,8. Это будет 36 петель. Нам надо, чтобы это число было нечетное, девочки. Это будет 35 петель. Нечетное, потому что у нас здесь используются нечетные числа. И на плечо надо будет сейчас распределить узоры. Для этого нужно, чтобы здесь было нечетное число. И давайте методом вычитания посчитаем, сколько же на плечи у нас приходится. У нас 2 плеча, да? 89 петель всего. Отнимаем 35 петель выреза горловины и 18 петель по пройме будет использоваться. Итого на плечо, на 2 плеча 36 петель. И делим на 2 плеча. На каждое плечо, девочки, по 18 петель будет приходиться. Аналогично делаем со вторым размером. 95 отнимаем 35 петель горловины и 18 пройма. 42 петли делим на 2. Получается, на каждое плечо 21 петля идет. С этим мы все определились. Да? Теперь идем к рукаву. У рукава, смотрите, у рукава у нас необычная длина, скажем так, это короткий рукав, да, короткий рукав, до локтя, как бы он идет, по локоть, я бы так сказала, то есть это даже не 3/4, и поскольку там еще напуск идет небольшой фонариком, да, ну, грубо говоря, около 35 сантиметров будет вся высота нашего рукава вместе с окатом, в общем, вся общая высота. Вот. Ну, поскольку окат вот у нас здесь обозначен как 10,5 сантиметров его высота, то вычитаем мы из 35 10,5, получается 24,5 сантиметра будет у нас от низа до оката. И все это дело мы переводим с вами в ряды, правильно, в ряды. Итак,
Для этого мы применим нашу вертикальную плотность. Помните, в 1 сантиметре мы считали 2,4 ряда. Вот так. Я, значит, беру 24,5 сантиметра и умножаю на 2,4 плотность. Получаю, девочки, вот такую величину 59 рядов. То есть у нас с вами от низа рукава до оката будет 59 рядов. Запомним это, я вот записала. Теперь нам необходимо, значит, определиться с количеством петель по низу рукава и в самой широкой части рукава. Здесь у нас рукав фонариком идет, здесь будет зрительно больше, конечно же. Размер здесь будет рукава намного шире. Здесь вот на выкройке это не показано. Смотрите, что получается. По низу у нас будет идти планочка резиночкой 1 на 1, 2 сантиметра в высоту, и сразу начнется распределение узоров. Да? И здесь я бы хотела сразу после планочки сделать крупную прибавочку в 15 петель. Поэтому по низу у нас будет с вами набираться 46 петель для резиночки. Потом мы прибавим с вами 15 петель, равномерно распределяя в последнем изнаночном ряду резинки. И выйдем на число 61 петля. То есть по низу я планирую сделать 61 петлю узором. И петельки мы распределим следующим образом. Смотрите, по рукаву. По центру у нас будет с вами 29 петель наш узор. С двух сторон 2 изнаночные. Да? И затем будут идти лицевые петли. 13 лицевых с одной стороны, 13 с другой. И по 2 кромочные. Вот так распределились узоры по рукаву. 61 петля по низу у нас будет на узоре. И сейчас мы определим самую широкую часть рукава. Вот смотрите, стоят у нас мерки. 23 половинчатые размеры, 25. Значит, считаем, сколько же петелек у нас будет в самой широкой части. 23 умножить на 2. Это будет 46 сантиметров. У нас будет самая широкая часть рукава до оката. И мы это все переведем с вами в плотность. 1,8 умножим. Получим, девочки, 80. Но тут у нас еще узор учитывается, да? Поэтому 87 у меня с учетом узора. Он же у нас там с переплетениями идет, да? С перекрещиванием петель. В общем, получилось у меня 46 умножил я на плотность 1,9. Среднюю такую взяла. Получилось 87 петель, девочки. И по второму размеру аналогично я поступила. То есть 50 умножила на 1,9, получился вот 95 петель. Так, с этим все понятно. И теперь, смотрите, надо определиться, сколько петель всего прибавить по скосу. 95 отнять по низу 61. 61 петля будет всего для второго размера 34 петли. Надо прибавить. У нас 2 скоса, то есть делим на 2. На каждый скос придется по 17 петель. Надо распределить эти петли, прибавлять равномерно. И мы сейчас определяем с вами, сколько же рядов у нас будет между прибавками. Для этого, вот помните, я записывала, высота нашего скоса, да, от начала до оката составляет 59 рядов, мы считали. Так вот, я сейчас 59 рядов разделю на наши 17 петель, которые надо прибавить. И получу вот такую цифру. 3,4, ну 3,5, да? Смотрите, как в этих случаях поступают. То есть мы будем делать прибавки по одной петле справа, по одной петле слева, в каждом третьем ряду, чередуя в каждом четвертом. То есть первый раз прибавку сделали в каждом третьем, второй раз в каждом четвертом, потом опять в каждом третьем, в каждом четвертом. И так у нас будет с вами на протяжении всего нашего вязаного полотна до оката. Когда у нас окажется 95 петель на спицах, мы будем совершать с вами закрытие петель по окату. По выкройке в натуральную величину. Я обычно рекомендую это делать. Так, с этим все понятно. Для второго размера также мы определяем. Смотрите. 87 петель, отнять 61 петлю. 87 отнять 61. Получится 26 петель. То есть делим на 2 скоса.
на каждый скос по 13 петель приходится, да? Вот. И также мы нашу высоту 59 рядов поделим на 13. Здесь будет такая же картина. Будем чередовать прибавки в каждом четвертом, каждом пятом ряду. И в итоге должны выйти на цифру 87 петель и начать формировать окат рукава. Так, ну все, мои хорошие, собственно, все, что я могла, я вам сказала. Про вертикальную плотность я вам тут немного затронула, когда про скос рукава говорила, да. То есть обязательно руководствуйтесь тем, что все вот эти высоты наши по выкройке переводите в ряды. Это делается для того, чтобы после стирки изделие не вытянулось, девочки. Часто это происходит, поэтому вот если здесь у нас, например, на выкройке стоит размер 54 сантиметра, обязательно умножайте на нашу плотность 2,4, да? 54 сантиметра умножить на плотность по вертикали 2,4, мы получаем, девочки, ну, 130 рядов, да? 130 рядов. То есть от низа изделия, от начала вязания до выреза горловины паз спереду у нас надо будет связать 130 рядов. Не 54 сантиметра отмерить линейкой, а именно, чтобы это совпадало с цифрой 130 рядов. То же самое для проймы касается, да? От низа изделия, от начала вязания до формирования линии проймы, до первых петель закрытия проймы вот стоит размер 38,5 сантиметров. Переводим это обязательно в ряды. 38,5 сантиметров на 2,4 плотность по вертикали у нас получается с вами число 92 ряда. Вот я это уже записала. Вот начали вязать, 92 ряда связали, неважно, там планка у вас, узор уже пошел, вот общее число 92 ряда и делайте закрытие петель проймы. Все. Обязательно не забывайте об этом. Но все это описание, девочки, будет выложено под видео для вашего удобства, поэтому все, что мы с вами сейчас говорили, это будет в письменном виде оформлено. И еще я хотела бы сказать о том, что слепо не доверяйте вот этим всем усредненным размерам. Обязательно, может быть, поставьте свои какие-то мерки, обязательно измерьте себя, да, то есть свой рост. У нас рост у всех разный, да. То есть вот эти все усредненные показатели, это, конечно, очень хорошо, что они есть, но все-таки я бы на вашем месте обязательно измерила бы, а подойдет ли мне ширина 48 сантиметров. Да? То есть возьмите свою кофту, которая как вам нравится, как на вас сидит, и померите, а какая у нее ширина. Да? Вот грубо говоря, если вот так вот сложно определиться, если вы не имеете какие-то там измерительные навыки, да? Ну просто вот я по-хорошему вам вот так рекомендую поступить, да? Я желаю вам удачи, связать эту красивую кофточку и до новых встреч!